Этот музей современный, мечта любого востоковеда. Создать еще что-то более страшное. Они разожгли костры, стали бить в барабаны. Я вам сейчас расскажу секрет. Здравствуйте, мои дорогие снобы, меня зовут Виктор, и я рад вас приветствовать на моем канале Аомори для снобов. Напомню, что мы находимся в северной японской префектуре Аомори, и я рассказываю об интересных местах, которые есть в этой провинции и не только. Сегодня мы идем в это бордовое здание, которое называется музей Варасе. Варасе — это название, вероятно, тут игра слов от японского глагола варау — смеяться, но этот музей про местную идентичную культуру, про местный главный фестиваль Небута, о котором я расскажу чуть позже. Сейчас ветрище дует, холодно, поэтому давайте зайдем внутрь и там продолжим наше повествование. Мы внутри, уже в тепле. Кажется, что вот это здание с билетами, но тут написано, что билет это у нас наверху, поэтому придется подниматься своими собственными ногами наверх. Так, ну и здесь можно на входе в музей сразу сфотографироваться, видите, вот, ну сюда, и сфотографироваться. Итак, мы уже зашли в экспозицию. Этот музей современный, тут в основном все интерактивное, все напечатанное на стенах. Видите, каллиграфия, вот здесь каллиграфия есть, смотрите, как красивые иероглифы написаны, прямо мечта любого востоковеда. Ну и, собственно, здесь повествуется о фестивале Небута, который празднуется каждый год в начале августа. Откуда пошел этот фестиваль? По преданию, еще 1000 лет назад некий князь хотел захватить эти территории, японский князь, и он пошел на одну небольшую хитрость. Ночью они разожгли костры, стали бить в барабаны, какую-то стали играть музыку на флейтах, и местные жители, заинтересованные таким перформансом, вышли туда, их всех по одному переловили, и таким образом весьма хитро и бескровно этот князь покорил местные племена. И говорят, что с тех пор этот праздник сохранил свою концепцию и празднуется каждый год. Но, скорее всего, этот праздник, как и во многих культурах, связан со сбором урожая, с окончанием лета, и они молятся за хороший урожай, за изгнание плохих духов, и чтобы благополучно пережить зиму, которая здесь весьма суровая, если говорить о количестве снега, которое здесь выпадает. Аомори — это город, в котором больше всего выпадает снега в мире среди городов с населением больше 100 тысяч. Как уже отмечалось в предыдущих видео, экспозиция тут практически полностью на японском языке. Если вы не владеете японским, наверное, вам будет сложновато тут что-то понять. Но для людей, которые умеют пользоваться современными технологиями, вот смотрите, видите, можете просканировать QR-код и прочитать что-то на других языках. Ну, вот на английском для вас специально придумали, все перевели. Ну, а, конечно, основная экспозиция здесь на японском. Ну, зато можете посмотреть красивые картинки. Видите, вот это вот повозки, о которых я расскажу чуть позже. Ну и вот этот вот замечательный молодой человек. Молодой человек, это вот использовался, видимо, главным персонажем на одной из повозок. Что из себя представляет этот фестиваль? Большое число людей выходит на центральную улицу, одетые в японские наряды, в основном в юкату. Это такое легкое кимоно банное. И пляшут, поют. И возглавляет это все мероприятие огромная колесница. Вот типа как вот здесь вот, видите, да? Все такое яркое, красочное. И в ней обязательно присутствует главный персонаж. Большая такая голова, как правило, это что-то страшное. Вот что мой оператор пугается, что случилось. И если вы спуститесь вниз, то здесь большая площадка, на которой с одной стороны как раз макеты, а точнее те повозки, которые в прошлом были использованы во время фестиваля. А здесь у нас сцена. И несколько раз в день, по-моему, 4 раза каждый день, здесь проходят представления с барабанщиками, с флейтистами, с танцами. И также можно попробовать самому поиграть на барабанах, которые вот у меня за моей спиной. Музыка такая, немножко вводящая в транс, как раз чтобы все вступали в один ритм. Очень общее место для многих культур.
но посетить это представление стоит как минимум ради этнографических каких-то наблюдений. И я хочу вам рассказать об одной любопытной детали в этом музее. Я говорил, что основная экспозиция не переведена на английский язык и вообще ни на какой язык. Но здесь вы можете почитать о легендах и мифах, связанных с этим праздником на английском языке. Я вам сейчас расскажу секрет. А секрет состоит в том, что эти надписи появились здесь совсем недавно. Когда я был здесь первый раз, вот этого всего не было. Были только надписи на японском языке. Но как же они появились и откуда я знаю об этом секрете? А секрет состоит в том, что я лично знаю человека, который это перевел на английский язык. Более того, этот человек сейчас стоит передо мной и снимает мой замечательный репортаж. То есть, да, мой оператор не просто приложил руку к тому, чтобы вы могли читать это все на английском языке, а сделал основную часть работы. Поэтому видите, как здорово, какие вам секреты открываю. Я думаю, что стоит поблагодарить моего оператора за труд. Оператор хорошее дело сделал, музей выручил, иностранным туристам помог. Теперь иностранные туристы и на английском смогут прочитать про фестиваль. Что на русском? Зачем на русском? На русском не смогут. И каждые полчаса здесь показывают кино с субтитрами на английском, который также перевел мой оператор, за что ему благодарность. Можете посмотреть 10-минутное видео про фестиваль, как он создается, немножко об его истории и что он из себя представляет уже летними вечерами в начале августа. Вы вообще могли подумать, что эти повозки сделаны из хрусталя или из металла, но на самом деле они сделаны из рисовой бумаги. И вот здесь как раз есть макет части. Видите, это что-то волны, видимо. Их можно не только посмотреть, а можно и даже потрогать. Видите, такая тоненькая штучка. Но, конечно, трогать надо аккуратненько, чтобы не сломать, а каркас металлический. И нога. Вот эту ногу тоже можно потрогать аккуратненько. Ничего ломать мы не будем, естественно. Ну, а так тут все очень ярко, очень красочно. Как раз вот очень подходит для конца лета, осени. Все такое яркое, красочное, фейерверки, музыка, песни, пляски и так далее. Кто-то из вас может подумать, а почему вот эти все персонажи, ну не все, большая часть, такие какие-то страшные, выглядят такими злобными какими-то созданиями, злобными духами. Но это очень распространенная вещь во многих культурах во всем мире. Для того, чтобы изгнать плохое, злых духов, надо их напугать, создать еще что-то более страшное, чтобы они напугались, убежали, и тем самым можно жить спокойно, без всяких демонов вокруг. И на выходе из музея можете посетить магазин и купить за немного высоковатую цену, прям сильно высоковатую цену, какую-то местную сувенирную продукцию. Ну, мы этого делать не будем. Мы как бы о высоком думаем, а не о вещах. На втором этаже здесь лаунж-зона, где можете присесть, посмотреть на море сквозь вот эту вот решетку, отдохнуть, поесть. И если вам повезет, то увидеть знак с небес. Видите, там, да, нам архангел дает знак, что все у нас будет хорошо, и у вас, кстати, тоже. Мне мой оператор подсказывает, что надо бы засняться возле этого яблочка пластикового, но там много народу, плюс яблочко-то не настоящее, а пластиковое, поэтому заснимемся здесь.